Здравствуйте, уважаемые зрители канала Житуха-Бытуха. Сегодня будем решать такую проблему, как задымление проводки. В общем, что произошло? Вкратце расскажу. Ехал ночью, включил дальний свет фар. Вот так вот, да, включил. Потом ехала встречная машина, я его выключил назад. И потом, когда машина проехала, я опять его включил. И все, света как бы не было. Ну, думаю, ладно, наверное, предохранитель, может, перегорел. В дороге, когда ехал, как бы не было времени этим заниматься. Вот, ближний свет работал хорошо, как бы все было нормально. И потом, по прошествии где-то часа, наверное, вот отсюда вот, с этих дырок вот везде пошел дым. Короче, я просто был в шоке, конечно же. Вот, и при этом загорелась вот эта лампочка сама по себе, хотя вот этот переключатель был выключен, дальнего света. Вот здесь все равно загорелась лампочка дальнего света. И как бы я вообще не мог понять, в чем проблема. Сейчас я попробую вот быстренько включить, показать эту проблему, как бы, да, то есть она как бы не решилась до сих пор. То есть, когда я включаю ближний свет, дальний все равно загорается. Я долго не буду держать, потому что проводка опять что-то какая-то, в общем, что-то не задымилось. Думаю, может быть, тут проблема с этим переключателем, потому что он как-то болтается, может, щелкнул, как бы уже ни разу не менял его. Сейчас вот покажу просто, как это выглядит. Вот завожу, включаю. Оп. Ну, сейчас как бы не горит. А вот, кстати, вот, и она, вот я щелкаю. Вот, то горит, то нет. Вот видите, вот, то горит, то нет. То есть, что-то, наверное, с переключателем. Я как бы не буду сейчас дальше демонстрировать. В общем, сейчас я буду разбираться, в чем проблема. Поменяю переключатель. Малоприятная вещь, проблема, скорее всего, вряд ли решилась. Посмотрел снизу на проводку. Вот здесь вот, под этим, получается. Ну, вроде нигде не оплавленная. И, кстати, когда открыл крышку капота, где предохранитель, там тоже ушел дым. Ну, сейчас вот я попробую поменять и выяснять. Кстати говоря, думал, может быть, какое-то замыкание. То, в принципе, логично, что напряжение здесь сейчас обычными в холостом режиме где-то 4,1 вольта. В принципе, когда включаешь, чуть-чуть уменьшается, но так, чтобы какое-то замыкание было. Вот, делаю, ничего не реагирует. Надеюсь, что с переключателем проблема, потому что в противном случае там нужно будет разбираться с проводкой, в чем дело. Сейчас буду менять переключатель, потом посмотрим. Так, переключатель я поменял, но, к сожалению, я вижу, что не работает все равно. Вот, нажимаю, дальний свет должен включаться, но не включается. Возможно, перегорел предохранитель еще дополнительно. Ну почему ж не просто так же перегорел? Поворотники работают. Все работает. А дальний не работает. Ну, сейчас буду дальше смотреть. Уважаемые зрители, к счастью, хочу сказать, что проблему удалось решить. И она оказалась очень довольно банально простая. Вот такая вот релюшка, где стоит ближний дальний свет, это К8, К9. И вот эта релюшка, она просто залипала, и поэтому что-то там, ну, в общем, по схеме получалась какая-то ерунда, из-за чего-то проводка плавилась. Вот сейчас я поменял релю, сейчас я покажу, какую. Я поставил, даже поменял две релюшки. Я поменял даже две релюшки, а не одну. Вот смотрите, видите, я поставил временно, не с такими вот, ну, есть такой вот здесь вот сверху даже леска вот это вот. То есть я сейчас поставил просто, которые были, а потом, когда приеду, я вообще все поменяю реле, чтобы не было вообще таких проблем в будущем. Вот, поэтому вот эту реле я поменял и сразу заработал дальний свет. Я думал, что здесь даже проблема с предохранителями вот здесь вот получается, вот с этими, но они оказались как бы целые, все нормально. Вот, проблема оказалась вот в этой залипании, вот в этом реле. Я его поменял и все встало на свои места. Надеюсь, что проблем больше не возникнет. И поменял заодно реле и ближнего светофар тоже сразу. И потом я поменяю еще вообще все эти остальные, потому что ни разу их не менял, со временем они залипают. Вот, все нормально. Вот, все нормально.
показывает, проблем нету. Там я оговорился не 4,1 вольта, а 14,1 вольта. Но вот в полном, как говорится, варианте, то есть когда включен и ближний, и дальний свет фар, генератор нормально держит, вот 13,7, 13,8 вольта. Так что проблема решилась. Решил я дополнительно снять еще блок предохранителей. И вот видно, здесь вот подплавились провода из этой реле, которая залипла. Ну что, сейчас я тут их изолирую дополнительно, потому что может быть какой-то микроконтакт на этой дорожке вот подпаленной тоже, чтобы не было замыкания. Сами провода, которые шли к этому блоку предохранителей, они целые, то есть не были подпалены, а вот отсюда конкретно шел дым. Вот, поэтому, если данное видео вам реально помогло, вы решили проблему с задымлением проводки, тем, что у вас после замены вот этого переключателя ближнего, дальнего светофар опять все хорошо работает, вы решили поставленную задачу, попрошу вас оставить комментарий, поставить лайк. Это поможет просто другим зрителям найти данное видео и решить проблему, возможно, такую, которую вот здесь я озвучил в этом видео. Всем хорошей дороги, всем спасибо, до новых встреч.